Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить вкусные, простые и полезные кабачковые котлеты с курицей. Готовятся они очень быстро и получается их достаточно много. Легкие, нежные и бюджетные. Всего понадобится 200 грамм курицы, а получится у нас 18 котлет. Очень хороши как самостоятельное блюдо, так и с гарниром. Давайте готовить. Ингредиенты сейчас вы видите на экране, и также вы всегда их можете найти в описании под видео. И начнем мы с кабачка. Кабачка понадобится примерно полкилограмма. Кабачок у меня молодой, поэтому я отрезала все лишнее, но кожицу оставлю. Натираем кабачок на крупной терке. Также сюда нам понадобится 250 грамм картофеля. У меня это одна крупная картофелина. Натираем ее также на крупной терке. Ну и все, пока отставим овощи в сторону и подождем, пока они пустят сок. В это время нарезаем грудинку. У меня здесь куриная грудка, масса общей куриной грудки 200 грамм. Куриную грудку нужно порезать очень мелко. Сначала я ее порезала на небольшие полоски и теперь просто нарезаю на небольшие кубики. Куриная грудка здесь это такой легкий вариант, но в принципе может подойти любое куриное мясо. Любая часть курицы подходит к этим котлетам. Перекладываем нарубленную курицу в отдельную чашу. Сюда же нам также понадобится 3 зубчика чеснока. Я взяла крупный чеснок и нужно будет его продавить через чеснокодавку. Также сюда нам понадобится свежая зелень. Если свежей зелени нет, подходит также сушеная зелень, либо замороженная зелень. У меня сегодня свежий зеленый лук. Нарубаем очень мелко и отправляем его к курице. Сюда же в чашу с курицей добавляем одно куриное яйцо, немного черного молотого перца и специй по вкусу. Я использую домашние специи, которые я приготовила сама. Здесь у меня просто сбор сухих трав, морковь, лук и чеснок. Все это хорошенечко перемешиваем. Ну а теперь вернемся к овощам. Овощи у меня постояли и дали сок. Стояли они примерно минут 10-15, пока я занималась мясом. И весь этот сок нужно теперь очень хорошо отжать, чтобы котлеты не развалились на сковородке. Отжимаем хорошенечко весь сок настолько, насколько у вас получается. И отправляем всю эту смесь к мясу. А из сока, кстати, можно приготовить очень хорошие блинчики. Все, перекладываем все овощи в эту чашку и снова перемешиваем теперь с овощами и с мясом. Объединяем всю эту смесь. Буквально так, чтобы мясо распределилось равномерно с овощами. Сюда же добавляю я чайную ложку соли, снова хорошенечко перемешиваю. И нам также понадобится немного муки, буквально 1 столовая ложка с хорошей горкой. Все высыпаю сверху и снова перемешиваю. И эти котлеты будем жарить просто сразу, моментально, для того, чтобы овощи не дали лишний сок и котлеты у нас не поплыли. Сразу беру чашку и переходим к сковородке. Сковородку я ставлю на огонь чуть ниже среднего. Хорошенечко ее нагреваю, немного наливаю растительного масла, так, чтобы котлеты не тонули, буквально, чтобы смазать донышко. И нагреваем сковородку. Чтобы котлеты не прилипли, сковородка должна быть очень хорошо разогрета. Как только она разогрета, я выкладываю объем массы, примерно у меня столовая ложка с горкой. Выкладываю свою массу на сковородку. Сковорода у меня хорошо разогрета. Можно ложечкой подровнять котлеты, чтобы они были ровные и аккуратные. И немножко их сверху приплюснем так, чтобы они полностью прожарились внутри. Обжариваем котлеты хорошенечко. На каждой стороне я держу их около 7 минут для того, чтобы курица полностью прожарилась. Переворачиваем котлетки, они хорошо поднимаются, не прилипают. И хорошо переворачиваются. Пахнет уже очень вкусно. Из этого объема продуктов получается ровно 18 котлет. И каждая котлета, как я уже говорила, это 1 столовая ложка с небольшой горкой общей массы овощей и курицы. Вот такие красивые котлетки получаются. Они достаточно пышненькие, приятные, вкусно пахнут картошечкой. По вкусу и по запаху это нечто среднее между драниками, между кабачковыми оладьями и куриными котлетами. Очень вкусно, очень ароматно и очень много овощей. Такие котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, они очень вкусные, в принципе полноценные, и мясо, и овощи, все есть внутри. Можно их есть со сметаной, можно просто так. А также их можно подать с любым стандартным гарниром. Гречка, рис, макароны или картофельное пюре. Очень вкусные и очень ароматные, и очень нежные.
И если у вас все еще продолжается сезон кабачков, возможно, вам понравится еще и кабачковые оладьи. У меня недавно вышел рецепт, очень удачный. Кабачковые оладьи, которые не нужно отжимать от сока. Очень пышный и вкусный. Рецепт оставлю в описании под видео.